Хочу пригласить на сцену участников нашей первой панельной дискуссии, тема которой «Тренды и перспективы индустрии бизнес-тревел в России». Это Андрей Воронин, CEO ATH American Express. Дмитрий Марьин, заместитель генерального директора компании Unifest. Андрей Сафрыгин, эксперт от отрасли бизнес-тревел. Екатерина Ларина, руководитель службы организации деловых поездок ПАО «Вимпелком». И модератор дискуссии Светлана Деникина, главный редактор Buying Business Travel. Мы не прощаемся, мы рядышком. Ждем Андрея на сцене и начинаем нашу панельную дискуссию «Проблемы и тренды индустрии бизнес-тревел в России сегодня». Интрига, коллеги, нашей сегодняшней дискуссии заключается в том, что все наши эксперты, независимо друг от друга, к сегодняшней конференции подготовили небольшие трехминутные презентации. О чем будет говорить каждый из спикеров, они не знают, то есть это сюрприз будет сейчас для каждого. А в конце нам с вами будет тем более интересно посмотреть в результате вот этого спектра мнений, есть ли в нем какие-то точки пересечения, можем ли мы выделить какие-то, во-первых, глобальные проблемы, которые действительно волнуют всю индустрию, и поставщиков, и клиентскую сторону, и можем ли мы выделить некие магистральные линии движения, по которым в ближайшие месяцы, а может быть годы, в зависимости от скорости изменений, пойдет вся наша индустрия. Итак, мы начинаем. Коллеги, и если даже нам в результате нашей дискуссии здесь на сцене не удастся прийти к консенсусу и выделить те самые магистральные тренды, это поможете нам сделать вы. Потому что во время обеденного перерыва вы предлагали, во-первых, свои версии проблемы трендов через мобильное приложение, а в конце все, о чем говорили спикеры, и все, что предлагали вы, будет выведено на экран, и мы с вами проведем интерактивное голосование, в результате которого выделим тот самый единственный главный тренд, который волнует всех нас сегодня и будет волновать завтра. Итак, мы начинаем. Переходим к коротким трехминутным презентациям. И первым я приглашаю к микрофону Андрея Воронина и ATH American Express. 3 минуты. Кликер я нашел. Я просто листаю, да? Ну, как это я здесь говорю, да? Вопрос был сначала одна проблема, потом два тренда, потом мы думали тренды, потом думали проблемы. В общем, решили, что все-таки оставляем одну проблему и два тренда. Я, собственно, так и сделал. Почему-то только... Да, первый. Первый тренд, который мне видится, это консолидация рынка. Я, на самом деле, нашел этот слайд 2011 года. Я его нашел у себя где-то в дебрях своего жесткого диска. Здесь два тренда на самом деле показаны. Первый тренд – это снижение количества TMC. Это вот фиолетовая полосочка, которая идет вниз. И на самом деле вот с 2011 года действительно уже, если мы тогда говорили, что мы считали, что есть топ-15-16 TMC, то на сегодня уже понятно, что American Express и ATH – это уже не два TMC, а один. К сожалению, у нас покинули DAFS и Nikko Travel. Недавно все слышали новость о том, что Карлсон Ваганли теперь это часть вип-сервис групп, ну или пока не ассоциируется с вип-сервис. То есть вот это уже минус 5, минус 6. То есть, собственно, если посмотреть на эту линию, то мы действительно тогда угадали. То есть в 2016 году на 5, на 6 стало меньше ведущих TMC. Это один из трендов. Второй тренд, который на этом слайде показан, это рост managed travel. Мы видим компании, которые переходят от работы там с десятками поставщиков по всей стране, если это крупные компании, они консолидируют на одном TMC и начинают реально управлять бизнес-тревелом, управлять спендом. Но это у меня был один тренд. Проблема, которая мне видится и которая реально, мне кажется, очень мешает рынку, это скрытые сборы. Это те тендеры, которые заканчиваются на нулях, какие-то совершенно непонятные, иногда агентства, которых не слышал, выигрывают тендеры именно за счет того, что предлагают нулевые сборы. Я всегда показываю эту картинку. Смотрите, один билет. Второй билет. Один билет, второй билет. Видите разницу? Видите? А вы думаете, ваши сотрудники увидят разницу? Это 1000 рублей. Попробуйте выиграть как TMC тендер с 1000 рублей сборов. А вписать 1000 рублей в целом в билет, там, который стоит 30-40 тысяч, достаточно просто, если у тебя есть для этого технология. Или просто сотрудники, которые работают и делают это по ночам. Ну и третий тренд, который мне видится, это технологии, 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 то, что я назвал. На самом деле все говорят об онлайн, это, конечно, не только онлайн, это автоматизация контроля travel-политики. То есть все хотят, чтобы она была автоматически контролируема, а не была в Word на сервере. Электронная система авторизации, чтобы сотрудники не бегали с бумажками, не подписывали все и везде.
Автоматическое создание документов отчетности о поездке для сотрудников, приказа о командировке и прочее. Интеграция систем, чтобы не нужно было передавать данные и чтобы агентство могло автоматически получать все необходимые данные, например, из HR-системы и передавать обратно в финансовую систему. Мобильные технологии, то есть все сейчас хотят делать все с мобильного, или, по крайней мере, там 50% людей хотят, как говорят, это делать. Ну и бронирование онлайн, конечно, о котором все говорят, просто это в том, что касается бизнес-тревела, до сегодня даже видели это в презентации KDS, где все красиво и похоже на обычный онлайн. На самом деле там сзади огромная машина, которая делает кросс-тревел политику и все остальное, то есть и делает все, что написано сверху. Вот, то есть, на мой взгляд, два тренда – это переход на технологические платформы, которые автоматизируют процессы и делают сам процесс обслуживания быстрее. Второе – это консолидация рынка с точки зрения TMC. И, соответственно, одна проблема – это скрытые сборы, которые, мне видится, действительно ломает рынок и мешает ему развиваться. Спасибо. Андрей, спасибо. Коллеги, презентации у нас короткие, мы ничего не забудем, поэтому я предлагаю сначала выслушать всех экспертов, а потом перейти к обсуждению. Я приглашаю к микрофону Екатерину Ларину, руководитель службы организации деловых поездок компании «Вымпелком». Добрый день, коллеги. Да, сейчас, одну секунду, кликерую. Ну, собственно, ничем вас не удивлю. Самым первым трендом мы видим для себя как раз-таки онлайн-технологии, которые есть в настоящем. Ну, собственно, однозначно за этим наше будущее. Сейчас уже это настолько везде распространено, что говорить о том, это действительно наше настоящее, и в будущем будет все только развиваться. Мы посмотрели на ситуацию с точки зрения не клиента, а компании. В данном случае с чем сталкивается компания, переходящая на применение онлайн-технологий у себя? Самое основное. В целом, при внедрении любых продуктов требуются конкретные изменения в процедурах, и в регламентах, и в сознании людей, что немаловажно. Во многих компаниях за последние годы в целом изменился некий подход к оптимизации бюджета. Существует не только некая тотальный контроль за организацией поездки, но еще необходимость путешественников, необходимость мотивировать командируемых к соблюдению travel-политики, чтобы была именно личная мотивация в интересах компании. Здесь говорили много и о онлайн-продуктах в мобильных платформах. Крупные компании предлагают сейчас эти мобильные платформы. Это новый продукт. Они решают несколько задач сразу. И информационная поддержка, и хранение данных, графическое представление отчетности, аналитика. То есть с этим тоже все понятно, об этом говорили. Екатерина, не отворачивайтесь от микрофона. Я прошу прощения. Соответственно, вопрос сокращения затрат, он всегда актуален, мы постоянно на этой волне находимся, но в данном случае нужно не забывать о том, что существует некий комплексный подход, то есть основная экономия достигается не сколько за счет агентского вознаграждения, но в основном, безусловно, за счет правильно подобранного тарифа на проживание и перелет. На этом мы, конечно же, акцентируем свое внимание. Значит, это был первый тренд онлайн. Переходим ко второму. Да, переходим ко второму. Много очень говорят о неком тренде под названием концепция Блейжа. Это некая идея совмещения работы и отдыха. Почему о ней захотелось сказать? Значит, пришло это, насколько известно, из-за рубежа, где возникла необходимость к некоторому количеству дней командировок присоединять несколько дней из отпуска. Как раз в тех странах все это инициировалось, где отпуск короче по продолжительности, чем в нашей стране. То есть понятие говорит само за себя, но в некотором смысле размывает границы между деловыми поездками и обычными путешествиями. Можно говорить о мотивациях сотрудников здесь и о некоторых интересах, которые компания преследует в данном случае. То есть мы понимаем, что при инициировании поездки в сочетании с отдыхом сотрудник в любом случае заботится об этом заранее, тем самым происходит некая экономия затрат и при бронировании, и при возможном подборе наиболее дешевого тарифа при соблюдении Sunday Rule, где включены ночь на выходных. И, соответственно, существует препятствие в данном случае, конечно же. Необходимо адаптировать travel-политику каждой компании под такие кейсы и следовать кадровым процедурам. Здесь мы нарушать ничего не можем. Применительно компании Beeline
Торговая марка компании Пелком общеизвестная. Можно сказать, что существует некая внутренняя корпоративная культура, то есть есть тренд под названием «Be Free», основным постулатом которого является такой подход, как неважно, где ты работаешь, главное результат. То есть здесь просто как некий кейс, выражающий подход, когда сотрудник может взять несколько дней, присоединить к командировке, тем самым будучи убедив работодателя в том, что, собственно, он будет всегда на связи, то есть здесь как бы некое проявление. И если кратко, да, перейти к проблематике, очень долго думали, каким образом можно было бы это озвучить, но все-таки мы, как уже ранее говорилось не раз, находимся в постоянном процессе адаптации travel-политики к реальным условиям рынка. То есть здесь предлагается остановиться на именно внешних факторах, которые непосредственно на это влияют. Отметили политику авиакомпаний по возвратным билетам. То есть, как вы понимаете, невозвратные билеты, они всегда наиболее экономичны. Travel Policy предполагает выбор наиболее экономичного варианта. Планирование деловой поездки требует гибкости всегда, разного рода изменений. Чем крупнее компании, тем их больше происходит. Соответственно, желательно все-таки оптимизировать затраты, и в связи с этим некоторые сложности возникают. Екатерина, спасибо. Да. Наш третий эксперт Дмитрий Марьин, заместитель генерального директора компании Юнифест. Здрасте все. Меня зовут Дмитрий Марьин. Меня слышно? Я себя просто не слышу. Вот, заветная Вы со штучка. своим микрофоном. Будете говорить в 3 сразу. Могу с вашим. Вот. Слушайте, значит, смотрите, я понимаю, что уже после обеда я просто вижу, что часть лиц у нас несколько сейчас погрузилась в мобильное устройство. И хоть мы и за мобильные технологии, я постараюсь вас сейчас на 3 минуты вернуть обратно. Мы все любим говорить, собственно, о мобильных технологиях, потому что, ну, что уж там, любой нормальный ОБТ дает целый ряд преимуществ технологических, платформенных. Мы ускоряем, у нас появляются новые метрики, у нас появляются новые возможности. Это прекрасно работает где-то на 10-30% транзакциях. Остальное все у нас сидит в офлайне. Мы сейчас не будем обсуждать, почему. На данный момент это так. Объем будет уменьшаться, но он пока огромен. Большинство того, что мы делаем, у нас реализуется с помощью процесса, которому порядка 5000 лет. И за эти 5000 лет мы преуспели в способе доставки. Да, то есть у нас почта теперь доходит быстро. Мы теперь не осликами доставляем. В остальном это все тот же процесс. Мы теряем прозрачность процесса, мы теряем скорость обработки, мы теряем доступность информации для тех, кто не вовлечен в процесс бронирования, отчетность и так далее, и так далее. Все это мы теряем при уходе из офлайна. Собственно, что по этому поводу мы можем сделать, и я назову это трендом номер 1 будущего года, это довести стандарты предоставления офлайн-сервиса до уровня онлайн-продукта, который уже сейчас есть на рынке. И в этой связи я считаю, что ваше TMC уже сейчас должно иметь возможность автоматизировать такие процессы, как обеспечение SLA, обеспечение прозрачности, обеспечение сбора и контроль уровня удовлетворенности и так далее, и так далее. Это уже сейчас должно быть. Тренд номер 1. Тренд номер 2. Сейвинги — это краеугольный камень того, что мы делаем, наверное, последние лет 10. И мы все с вами понимаем, и особенно меня поймет любой travel-координатор, что мы примерно сейчас подходим к такому логическому максимуму парадигмы. То есть мы можем дальше продолжать закручивать гайки, мы сохраним с вами немножко больше в прямых расходах, но мы получим в обратку крайне недовольных внутренних клиентов и детревелеров. И мы все понимаем, что начиная с какого-то грейда, это просто переходит в саботаж travel-политики. У меня есть прекрасный пример. Суперский клиент, кстати, довольно вроде как дисциплинированный. По travel-политике, если я не ошибаюсь, у них стоит 14 дней как минимальная глубина покупки авиабилета. На практике, внимание, средняя глубина составляет 4 дня. 14 дней и 4 дня. Какой смысл нам делать travel-политику, если ее менеджмент перестает быть, ее управление travel-политикой перестает быть возможным? Я к чему это говорю? К тому, что мы... Дмитрий, немножко ускоряемся, 3 минуты. Да? Я-то думал, что я молодец, нет? Короче, наша с вами задача в этом году, тренд рынка — это уход
точнее как выработка принципов составления travel-политики, которая бы учитывала одновременно и индивидуальные потребности путешественника, и нужды бизнеса. А если это перевести в то, что ваше TMC должно сделать, оно должно перестать работать просто с сейвингом и начать работать с агрегированным компонентом, который бы соединил в себе сейвинг и удовлетворенность конечного пользователя. И номер 3, я как бы не смог дистанцироваться между проблемой и решением, поэтому у меня 3 элемента трендовой проблематики. И вот третьим элементом трендовой проблематики я хотел бы выделить вопрос финансово-административной составляющей. Для некоторых TMC сейчас финансово-административное обслуживание процесса организации бизнес-тревела едва ли не наибольший кост, нежели сам процесс бронирования. Поэтому выходом из этого я считаю как раз появление нового продукта в линейке TMC, который бы обслуживал, который бы назывался финансово-административным сервисом. Задача для TMC в данном случае – это перевод финансовой администрации из коста в продукт и, соответственно, разработка, в том числе технологической платформы для обслуживания этого решения. Я все. Да, спасибо. Дмитрий у нас хитрец. Он скрестил проблемы и тренды и получил трендовые проблемы. Я скрестил, да. 3 в одном. Так, мы приглашаем Андрея Сафрыгина, независимый эксперт индустрии бизнес-тревел. Добрый день. Мне, честно говоря, уже трудно что-то добавить. Так это и прекрасно, что все мы повторяемся, значит, тренды едины. Да, я попробую просто, может быть, нести больше системы и показать, как... Summary. Да, как я вижу, в чем я вижу тренды на сегодняшний день. Ну, во-первых, первый тренд я бы назвал поиск пути оптимизации процессов. Причем эти процессы должны быть оптимизированы с обеих сторон, как и со стороны агентства, внедрением новых каких-то технологических процессов у себя, оптимизации работы внутренней, может быть, передача на аутсорсинг части какой-то работы, также оптимизировать процессы отношений между агентством и клиентом в виде онлайна или каких-то других приложений, мобильных, немобильных, любых, которые ускорят время общения между TMC и клиентом. И, конечно, самый большой вопрос – это улучшение внутренних процессов внутри клиентов. Это внедрение более прозрачного документа оборота, более быстрого, и введение travel-политики. Второй тренд, на мой взгляд, на сегодняшний день актуален – это стоимость и качество обслуживания. Несмотря на то, что рынок сужается, конкурентность от этого не уменьшается. Поэтому на сегодняшний момент выигрывает то агентство, которое предложит наиболее дешевый, менее затратный, но более качественный сервис. Поэтому агентствам приходится искать дополнительные источники дохода, скажем так как на прямых договорах с клиентами стоимость транзакции, к сожалению, уменьшается с каждым днем. Если кто-то помнит, сначала брали 1000 билет за транзакцию, 1000 рублей за транзакцию, потом 500, потом 300, потом дошли до 27 копеек. Дальше идти уже некуда. 25. Поэтому в виде диверсификации услуг, на мой взгляд, агентство начинает предлагать тем, чем раньше не занимались, например, бронирование такси, или, например, уходить в другую область. Есть 2 примера. Например, вип-сервис, который стал обладателем франшизы Carson Wagon Lee, то есть из субагентского бизнеса двигается в бизнес-тревел. Или другой, например, пример, наоборот, Аэроклуб из бизнес-агентства начал заниматься субагентским бизнесом. Агентство-клиент – это предложение, как я говорил, уже новых услуг, которые расширят линейку, и введение и SLA, и KPI. Причем KPI могут вводиться как с финансовыми обязательствами. То есть если агентство выполняет установленные таргеты, то агентство получает дополнительные какие-то бонусы за сейвинг. Клиент Андрей, у вас 1 минута. Концентрируется, у меня остался 1 слайд, концентрируется все больше на прямых поставщиках с точки зрения оптимизации своих процессов и стоимостей, и вводит потихонечку внутреннюю мотивацию для сотрудников, чтобы они следовали тем travel-политикам, которые они разработали. Например, есть примеры, как saving share, да, сотрудник получает часть в виде бонуса за сэкономленные средства. Есть совмещение о том, что говорил Вимпелком, работы и отдыха. Ну и, может быть, у каждого HR-департамента есть еще свои
метод мотивации. Проблема, на мой взгляд, она была, остается и будет, это расчеты и финансы. То есть агентство для увеличения своих объемов продаж постоянно находится в состоянии поиска финансирования. Здесь же российский документооборот отвлекает большие ресурсы на это. Если будут какие-то улучшения, в этом было бы здорово. Тот же самый электронный документ – это одно из камень преткновения в отношениях между клиентом и агентством. И, конечно же, внутренние процессы, как называется, approval, авторизации внутри самого клиента. И самое главное, последний пункт – это соблюдение условий договора. На сегодняшний момент это одна из, на мой взгляд, важных проблем в российском бизнес-тревеле. Потому что договора подписываются на 15 дней, на 20 дней оплаты, но по факту, как правило, надо еще добавлять к этому процессу 15, 20, 30 дней. Потому что никто не может пока зафиксировать, от какого дня считается 15 дней. С момента предоставления закрывающих документов. Бац, все. Дальше что? Андрей, спасибо. Пока предлагаю не углубляться в детали. Спасибо большое всем нашим экспертам. Итак, коллеги, я считаю, что несмотря на разную терминологию и разные акценты к деталям, так или иначе наша дискуссия разворачивалась вокруг главных тенденций. Это, с одной стороны, технологии и автоматизация, я бы назвала это так, да, ну это неудивительно, поскольку мы находимся на форуме, устремленном в будущее. И второе, это, наверное, новые возможности оптимизации бюджета, как на стороне агентства, так и на стороне клиента. То есть, по сути, тренд на оптимизацию, повышение эффективности, сокращение издержек и поиск каких-то новых прорывных решений, он у нас продолжается. Сейчас мы с вами поподробнее остановимся на этих двух магистральных линиях, это оптимизация и технологии. А пока я хотела бы остановиться на тренде, который, как ни странно, был обозначен всего в одной презентации Андрея Воронина, это консолидация рынка. Потому что, мне кажется, вот сегодня в текущей ситуации про это не говорить просто невозможно, учитывая события последних 2 недель. Да? Наверное, все знают, что 27 марта компания Веб-сервис объявила о покупке 100% доли российского бизнеса Carlson Wagonlit Travel. Тем более, что у нас такая тут стечение обстоятельств, что в нашей дискуссии принимает участие человек, который 20 лет возглавлял агентство Carlson Wagonlit, да, за исключением последних скольких, 2 или 3 лет, когда во главе была Наталья Морозова. Вот я бы начала с такого очень конкретного вопроса, потом чуть-чуть масштабировала до рынка. Андрей, вот в результате этого слияния мы на рынке получили что? В смысле объемов, клиентских портфелей, интеграции технологий. Что у нас сейчас родилось? Да, Андрей, к вам. Какой да, Андрей? К вам. Сафрыкин, да. Насколько это вообще вот такую перетрубацию на рынке произвело, изменило как-то расстановку сил, что мы получили, как изменится рынок, ландшафт этого рынка? Я думаю, что они включены уже. Алло. Но на сегодняшний момент мне очень трудно прокомментировать этот процесс. Это как продать дочку, вернее, выдать замуж. Вот. Пока еще не знаешь, что ожидаешь лучшего, но что выйдет, никто не знает. Так, ну хорошо, тогда, наверное… Я просто дальше уйду от юмора. Но, на мой взгляд, это вот о том, что я говорил в своей презентации, наступил момент, когда многие игроки TMC рынка, скажем так, уперлись в максимум то, что они могут на сегодняшний день. Андрей сказал, что рынок более-менее поделен. Да, вот мы сидели с одним из других пионеров этого движения и спрашивали, ну да, смотри, 20 лет прошло, мы все вместе практически начинали, да, кто-то раньше, кто-то в 92-м, кто-то в 94-м. Я в 88-м, меня можно назвать уже комсомольцем тогда, значит, этого движения. Вот. А что дальше-то? Все те, кто был, те и остались. Да, вот мы насчитывали топ-5 в свое время, когда в ассоциации пытались объединиться, да, когда были там первые игроки первой линии, первой лиги, второй лиги и тому подобное. В принципе, ничего не изменилось. Все больше и больше объема на себя забирают игроки первой линии. И, на мой взгляд, вот это вот, скажем так, объединение или покупка, по-разному ее называют, это пример того, что, как я сказал, уперлись в барьер и надо развиваться дальше. Как? Вот каждый выбирает себе свой путь.
Ну, вообще же это признак, в принципе, оздоровления рынка, да, и как бы хорошего его развития. То есть во всем мире принято, что примерно 80% объема рынка находится в руках, ну, 5, наверное, максимум компаний. Пока мы к этому еще только стремимся. Андрей, это ваша любимая тема, я знаю, вот вы приводили цифры 2011 года, я подняла новость от 2014 года, выступали на форуме GPT, тоже говорили об этом. Но тогда вы все же основной, скажем так, источник для консолидации видели в том, что мелкие компании начнут, ну, скажем так, разоряться, да, кризисные явления в экономике были. А в чем вы видите сейчас вот этот потенциал для дальнейшей консолидации? Есть ли он? Франшизы глобальные раздали, все, их не осталось, да? Ну так по-хорошему. Что будет? За счет чего? Ну, во-первых, сейчас уже видно, что на всех крупных тендерах все говорят о технологиях. Технологии мы видим, да, когда я все время всем говорю, что есть западные технологии, там Конкур, которые $1,5 миллиарда вложили, вот КДС говорят, в них $500 миллиарда. То есть понятно, что в России ни у кого из TMC нет миллиардов, но тем не менее все равно все топовые TMC, сколько их есть, они все вкладывают, мне кажется, максимум, что у них есть. Сейчас в технологии это один из моих коллег назвал это гонкой вооружений среди TMC. И так же, как во время гонки вооружений, когда Советский Союз, там, имея гораздо меньше ресурсов, в какой-то момент соревновался с Соединенными Штатами, точно так же, на самом деле, сейчас происходит, мне кажется, попытка догонять больших у маленьких. И понятно, что уже не хватает ресурсов и не хватает денег, поэтому, по сути, вот сейчас видно, на всех крупных тендерах остаются действительно 3-4 одних и тех же TMC. И это что означает? Что они, как сказал Андрей, действительно выигрывают бизнес. Это значит, что они действительно будут расти, у всех остальных будет все меньше и меньше возможности выигрывать бизнес. За счет чего процесс консолидации, я, честно говоря, вот в этом, наверное, я изменил свое мнение на сегодня, когда я говорил там года 3 назад. Банкротств не будет, все не так плохо. Года 3 назад я как раз думал, что банкротств не будет, и что умные люди, они соображают заранее. Вот. Сейчас, как сказал опять-таки один из моих коллег-конкурентов, сказал, что, вы знаете, у нас, наверное, все-таки будут сидеть до последнего, надеяться на чудо, и вряд ли произойдет какое-то слияние. Вот. Поэтому я пока вот добровольных слияний партнерских пока не особенно вижу вот за последние годы. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а что вот эта консолидация дает агентствам, понятно, а клиентской стороне на что это дает? Например, Екатерина, вы ждете каких-то изменений на рынке, которые для вас, как для клиента, положительно и отрицательно сыграют? Ну, конечно, ждем. Мы всегда чего-то хорошего ждем. Но как бы тут ситуация следующая. Все равно клиенты, особенно крупные, да, компании, выбирай себе поставщика, а сейчас тенденция к тому, что всегда один основной поставщик, то есть к этому стремятся крупные компании, смотрят из числа проверенных, уже пользующихся определенным авторитетом, то есть, соответственно... То есть для вас будет проще выбор, грубо говоря, чем конечно, компании? Конечно, да? безусловно. Меньше выбор. Меньше, конечно, потому что список-то ограничен. Можно я задам вопрос? Так чем меньше, тем надежнее, если тут эта корреляция. Если надежнее, то и проще. Да, надежнее, то и проще. Вот но, у меня наверное, вопрос как меньше. раз. Клиенты от консолидации что ждут? Повышение цены за услугу или понижение цены за услугу? Хороший вопрос. А может просто Могут ли клиенты услуга ждать лучше? повышения цены? Клиенты этого не ждут Речь никогда. надо же о качестве еще не забывать. Да, Тут может быть, момент это повышение очень важный. качества как- Цена-то это хорошо. Вопрос тогда, да, от консолидации вы что ожидаете? Улучшение цены и улучшение качества, уменьшение цены или нет? Ну, потому что В идеале да, но не бывает же так. Нужно Нет, стремиться как раз к балансу консолидация, как правило, здоровому. приводит к тому, что количество игроков становится меньше. Соответственно, конкуренция Монополист становится может диктовать цены. меньше. Ну, в общем, да, так может, да. Не боитесь ли, что в России в ближайшие 5 лет вырастет одно агентство, которое скажет: я царь горы, вот мои сборы такие, и вы должны работать со Чтобы мной диктовать по свои таким условия, сборам. да. Но, безусловно, это риски, конечно. То есть, что к этому может прийти, что нежелательно. Ну, Выбор все равно всегда должен Как быть. показывает практика, на самом деле, всех уже рынков, где все уже устоялось, действительно 3-4, там, Конечно. 5 TMC работают, и у них процентов 80-90 рынка, и, в общем, это не приводит к тому, что цены как-то выросли, насколько Но мы мы же в видим. России Но они там и были Приводит. достаточно высокие. Давайте с этого начнем. А на российском рынке их все Да, же... да. и что, Они они уже падают, тоже изначально тенденции выше, нет. чем у нас, конечно. Но тем не менее, там не произошло какого-то роста. То есть никто не говорит о тренде, что там на каком-то западном рынке выросли цены там в разы там, за последние, или даже значительно выросли за несколько лет за последние. Дмитрий, хочешь прокомментировать, да? Да, это, собственно,
Да, это, работает. собственно, причина, почему я не включил это в тренд. Потому что тренд, с одной стороны, вроде как задается, с другой стороны, я считаю, что все, что мы здесь говорим, должно иметь практическую ценность для сидящих в зале. И я для себя не смог четко ответить на вопрос, какую практическую ценность для себя несет возможная консолидация рынка. У нас начинают меняться правила игры, вот то, что факт. Ожидает ли нас спайк в ценах? Сомневаюсь, при условии того, что уровень конкуренции и агрессии сейчас настолько высок, что консолидация скорее приведет к некому локальному устаканиванию правил игры, наверное, это. Но это мы сейчас гадаем на кофейной гуще, да, это наша первая волна консолидации, мы через пару лет сможем вернуться и посмотреть на то, к чему это привело. А мне кажется, вот практический смысл здесь может быть какой? Многие же компании выбирают поставщика надолго. Я вот только недавно общался с одной компанией, которая сказала, мы хотим определиться, как у нас будет развиваться наша функция бизнес-тревел внутри компании на там, много лет вперед, на 5, на 7 лет вперед. И, наверное, если они понимают тренды рынка в том числе, они, наверное, в принципе, это будет влиять на их выбор уже сегодня. Даже если к ним придет, условно говоря, небольшое TMC, предложит нулевые сборы, ну понятно, что у них, наверное, нет никакого ресурса, чтобы развивать технологии в будущем, вряд ли они сделают выбор, даже если будет сбор нулевой. Согласен, я завидую компании, которая готова мыслить в горизонте 7 лет. Коллеги, прям последний вопрос по блоку консолидации. Скажите, пожалуйста, стоит ли нам ожидать прихода на российский рынок, если он все же будет укрупняться и консолидироваться, глобальных игроков, ну типа тех же там KDS или там AirPlus, которых мы долго ждем, но которых до сих пор нет, в том числе потому, что этот рынок для них непонятен, непрозрачен с точки зрения, в чьих руках он находится. Придут ли нам сейчас вот бодро вот эти большие глобальные игроки, если мы консолидируемся, или нет? Да, Андрей. Вот я могу как бы поделиться собственным опытом. Мы с компанией КДС, которая сегодня представляла, уже работали лет 5 назад, когда у них были партнерские отношения не с Amex, как сегодня, а с Carson Wagon Lee. Ответ об имплементации КДС в России на вопрос звучал так. Российский рынок слишком мал для того, чтобы мы о нем думали. Он слишком мал, пока он рассортирован все же в большом количестве рук. Нет, дело не в этом. Он в общем мал по сравнению с европейским рынком. Да? И никто вкладывать деньги в русификацию, подключение каких-то локальных контентов и тому подобное на тот момент был не готов. Но я говорю, это 5 лет назад, когда российская экономика буйствовала и все прекрасно жили. Сейчас давайте спросим у GDS-ов, насколько они готовы развивать, это как бы база всего, да? Насколько они готовы развивать и вкладывать в Россию. Я не знаю, здесь выступал Sabre, ни слова про это не сказал, есть еще Amadeus, есть еще Travelport. Какие у них планы? Потому что планы КДС базируются на их планах, потому что для КДС их контент основной. Если, извините меня, Amadeus не предоставляет расписание, условно я говорю, рейсов на русском языке, то КДС, наверное, вряд ли будет переводить все расписание, которое есть в Amadeus. Так, коллеги, я предлагаю как раз с этого перейти плавно, раз уж мы начали технологический разговор, к онлайну. По-моему, это было единственное слово, которое прозвучало так или иначе во всех 4 презентациях, поэтому будем считать, что это тот самый тренд, на котором сговорились все эксперты. Что меня удивило, скажу честно. 4 года назад мы проводили круглые столы и форумы, год назад, сейчас. Цифра по, во-первых, так сказать, имплементации этого продукта на клиентской стороне все время звучит одна и та же. 20-30%. Adoption rate сегодня не озвучивали. Ну, в общем, я думаю, что там тоже особо каких-то изменений нет. То есть понятно, что есть избранные клиенты, у которых там до 70-80 транзакций доходит через онлайн, но в целом цифры тоже очень плачевные. Что происходит? Мы как бы исчерпали свои возможности в этом смысле. Почему цифры не двигаются? Более того, Дмитрий Марин вообще поднимает тему, как нам в офлайне теперь реализовать все то, что должен был бы реализовать онлайн. То есть настолько все плохо или вот Можно что вообще происходит как с ним? человек, Да. который тут двигал анти-онлайн, вот, не совсем я двигал анти-онлайн, я говорил, что онлайн предоставляет кучу замечательных вещей, и надо подтянуться по остальному. Смотрите, во-первых, я считаю, что это, я сейчас по собственному опыту говорю, что я как раз в этом году увидел настоящий тренд не заинтересованности, не вот, помните, кто показывал вот эту вот кривую с хайпом, потом с дайвом, а потом с медленным развитием? Вот мы наконец выходим, мы сейчас
был хайп, потом был дайв, а сейчас мы выходим на поступательное движение, на поступательный рост. Мы впервые, наконец, увидели рост в реальных подключениях, серьезный рост в реальных подключениях относительно роста в целом заинтересованности. Вот это Ну, то есть, да, много лет про это говорили, и наконец-то начали делать. Наконец-то мы по-настоящему людей подключаем. Наконец-то мы не только номинально говорим, что ой, да, у нас тоже есть. Нет, мы действительно подключаем. И действительно уровень заинтересованности в практическом использовании в этом году значительно превышает прошлые годы. Так что я-то как раз скажу, что вот здесь есть рост. Дмитрий, может быть, просто подросло другое поколение? Безусловно, это часть, это конечно. Потому что предлагать онлайн предыдущему поколению, наверное, было не совсем правильно. Это ты про какое поколение говоришь? Про наше? Про наше. Я на самом деле хочу добавить, что еще это, мне кажется, вот один все равно из того, что остается на российском рынке, это непрозрачность. И на самом деле я знаю TMC, которые говорили, что у них онлайн еще лет 7 назад был. И я знаю, что у них просто сидело 20 агентов, которые выписывали в офисе. Все делали руками, да? Да, все делали руками, но клиенту говорили, что это онлайн. Я знаю агентства, которые говорили уже давно, что у них 90% клиентов или там работают на онлайн, сейчас они говорят 60%, вот сейчас, мне кажется, они говорят правду. Нет, на самом деле, да, это сложно оценить. Скромнее. Да. Мы в прошлом году собирали круглый стол, я думаю, что то агентство, которое вы имеете в виду как раз, они назвали, вот, к моему удивлению, очень скромную цифру, пиком у них было 37% клиентов, честно тебе сказать. Ну, и я просто слышал, и года 4 слышал цифры там 80-90, что я не мог поверить. То есть, на самом деле, здесь сложно... Маркетинг. Сложно понять, да, это, может быть, было желание продать, потому что так же тоже продают, что уже 90% клиентов онлайн, а вы еще нет. А я все да? еще сижу, да? Да. И это один момент. Второй момент, я соглашусь, на самом деле, что если лет 5 назад об онлайн начинали говорить, года 3 назад это было во всех тендерах, но реально никому было не надо, то сейчас, наверное, там из 10 имплементаций, наверное, 7-8 это онлайн. То есть это действительно стало трендом. Могу я добавить, да? Я вижу следующее объяснение. Мне кажется, что вот именно новое поколение, которое привыкло все время делать онлайн, начиная от банка, кончая, я не знаю, еще чем-то, вдруг сталкивается с тем, что travel они должны оформлять в письменном виде через travel-координатора. Предыдущему поколению это казалось нормальным, новому нет. Но проблема вот в чем еще, на мой взгляд. У нас, в отличие от остального мира, где есть нейтральные онлайны, у нас каждое агентство выходит на рынок со своим онлайном. И у клиента, на мой взгляд, есть большое опасение, что поработав 2 или 3 года или по какой-то причине резко разорвав отношения, с чем они останутся? Они не могут, как в Европе или в Америке или в других странах, взять свою нейтральную платформу и отдать его на работу в другое агентство. На мой взгляд, это тоже один еще из факторов, который тормозит развитие онлайн. Мы, кстати, проводили опрос на клиентской стороне. Вот этот вопрос задавали. Вы не боитесь, что когда вы будете выходить на тендер, вам придется менять вот всю, собственно, вот эту вот систему, включая, существенно подтягивается бухгалтерия? Никто не боится. То есть, может быть, не задумывается, я не знаю, на процентов 90 ответили, что этот вопрос перед ними не стоит на повестке дня. Просто им сказать, что для этого они должны будут заполнить заново все карточки. Так, и в компании Екатерины боятся. В компании Екатерины боятся, в принципе, это нормально бояться, потому что за время сотрудничества выстраиваешь просто до малейших нюансов не только travel policy, а в принципе взаимодействие по разного рода вопросам. Естественно, я считаю, что надо бояться, потому что это мега работа, в которой задействована масса людей, и есть, опять же, некий опыт, на основании которого уже много выводов сделано, и можно это учесть, чтобы там какие-то ошибки или риски. Вот, кстати, в плане бояться добавлю. Я считаю большой глупостью компании, когда меняют TMC каждые 1-2 года. Я помню, когда мы начинали работать с American Express, когда American Express был American Express здесь, и был владельцем сам American Express, мы предоставляли им визовые услуги. Когда мы начали предоставлять визовые услуги, у нас проблемы были, мне кажется, каждый день. И каждый день нам звонили из Амекса, и у нас уже просто весь топ-менеджмент ATH просто трясло в какой-то момент. Опять звонят из Амекса. И я в какой-то момент уже им задал вопрос, а чего вы нас не поменяете, раз вы так всем недовольны? Говорят, у нас не такой подход. Мы будем воспитывать, воспитаем и долго работать. И у нас, видите, что из этого выросло? Целое такое долгосрочное партнерство. Понятно. Так, коллеги, переходим к второму, как мне показалось, большому тренду. Все, что касается блока оптимизации бюджета на клиентской и на агентской стороне. Вот интересное слово, которое здесь прозвучало в презентации Дмитрия Марина, это слово удовлетворенность внутреннего клиента. Как мне показалось, так или иначе, это было, опять же, во всех презентациях понемножку. То есть у Екатерины это был тот самый тренд на блэжа, объединение там, поездок с личным каким-то отдыхом.
А можем ли мы говорить об этом, на вашу точку зрения, как о действительно такой вот большой тенденции, что мы уже исчерпали все возможности костов на поставщиках, и теперь нам нужно думать о том, как оптимизировать travel-политику, как коммуницировать с сотрудниками, как контролировать комплайнс, то есть все эти показатели, и как думать о том, насколько удовлетворен наш, собственно, путешествующий сотрудник. Можно ли это считать трендом вот уже сегодня, или это мы пока просто, вот, так сказать, говорим, как это, на клиентской, на агентской стороне? Кому вопрос обращен? Вы сейчас... Ну, так сказать, я думаю, что любой может высказаться. Да. Смотрите, это абсолютный фактический тренд, который мы наблюдаем уже сейчас. Исчерпали ли все наши клиенты возможность экономии на работе с поставщиками? Безусловно, нет. Уровень эффективности затрат бизнес-тревела разнится от клиента к клиенту очень сильно. То есть там еще тоже есть где Очень работать. сильно. Мы сейчас говорим, что тем не менее, при этом в среднем мы понимаем, что у нас инкрементальная величина оставшегося вот этого куска пирога неразделенного еще, она все меньше. Вот, поэтому, с одной стороны, у нас есть сформулированная потребность с клиентской стороны найти новые подходы и новые видения, и у нас есть модель, каким образом с этим работать. И мы увидели, что удовлетворенность как раз является вот этой второй частью парадигмы, которая приводит к новым результатам. А слово «модель» означает, что это прям какая-то вот объективная, я не знаю, там формула, что-то. Ну, если да. упрощенно, то да. Да, прям вот так. Все просчитано математическими моделями. Абсолютно. Ну, на мой взгляд, на сегодняшний момент тренд, да, могу чуть-чуть, внутреннего организации работы, он как бы сейчас поиск золотой середины между палкой под названием Travel Policy и пряником, когда хочу, сколько хочу, столько и трачу. Да? Давайте не забывать о том, что это вечный вопрос между интересом компании и интересом самого путешественника. Travel-менеджер — человек, стоящий на перекрестке желаний, да? Да, потому что с точки зрения компании, чем дешевле, тем лучше, а с точки зрения пассажира или тревелера я бы полетел бы бизнес-классом. И на сегодняшний момент компании стараются найти вот какой-то пряник для того, чтобы смягчить внедрение вот этих travel policy, которые раньше почему-то были никому-то не нужны. Вот, даже если они существовали, они никогда не исполнялись. Объяснение было всегда: мы не можем заставить своих сотрудников выполнять travel policy. Тогда мы спрашиваем, зачем она вам нужна? Ну, вы знаете, сотрудники такие дорогие, они такие капризные. Если я ему не разрешу жить в той гостинице, в которой он хочет, он в следующий раз не поедет в командировку. Говорим: эй, вы, кто платит, тот и заказывает музыку. Вот. И сейчас, значит, все больше и больше приходит это понимание, но для того, чтобы не сразу не закручивать жестко гайки, да, вот как сказали, пытаются найти какие-то моменты компенсации. Хорошо, Например, а что может быть этим пряником? Ну, вот конкретно мы сейчас говорим. У меня до сих пор есть один пример, я не помню, какой западной компании, с которой мы работали, которые сказали: у вас при перелетах в Соединенные Штаты вы авторизованы лететь бизнес-классом, стоит $2500. Если вы полетите экономом за 600, то разницу между этим мы поделим. Половина вам, половина компании. И у нас после... Это реализуемое в России, и после этого 95% сотрудников среднего звена, которые летали в Америку в командировках, сказали: да я за $1000-1500 потерплю 8 часов в экономе. Безусловно. В России нереализуемая вещь. Нереализуемо, вы считаете, в российских компаниях? Ну, это зависит... Нет, это реализуемо. Просто в связи с это можно в виде законодательством, бонусов ментальностью, делать. с чем? В Это чем будет... причина? В чем причина? Заплатите подоходный налог и дайте в виде бонусов. В чем Все проблема? верно. Технически через подоходный налог это решаемо. Да. А мы в свое время прям пробивали это, по-моему, через десятка-два наших клиентов, потому что в свое время, вот мне лично это очень импонирует. Это как раз попытка уйти от понятия, что travel policy является палкой. Я считаю, что в travel policy должна быть зашита и палка, и пряник. Вот это был как раз тем элементом пряника внутри travel policy. А мы, к сожалению, не дошли до даже проработки практики ни с одним из них. Примерно с такой формулировкой. То ли рынок не готов, то ли ментальность не та, но причем там у кого что, у кого бухгалтерия, а у кого фразы про то, что мы сотрудникам деньги за командировку выдавать будем. Вы какие грибы ели? Ну, это цитата. Коллеги, скажите, агентство может предоставить клиентской стороне какие-то вот конкретные технологии, которые тоже помогли бы этим пряником пользоваться? То есть у нас сегодня не прозвучали слова там и графикации модные тоже сегодня, да, мессенджеры, да, всякие, может. социальные сети. Вот эти штуки, они вообще есть, предлагаются на российском рынке? Они работают, главное?
Вы знаете, я был на одной конференции, там рассказали про другое, рассказали про мобильную связь. Причем рассказал один из топ-руководителей, человек, который отвечает за службу безопасности в очень большой российской компании. Он говорит, у нас не было, в принципе, лимитов на мобильную связь, у руководства ни у кого. Но в какой-то момент стали такие огромные счета у всех появляться, что наш руководитель, генеральный директор компании, попросил просто повесить на стенку счета топ-20 руководителей. И он говорит, нас никто не заставлял, нас никто не ругал, из нас никто не вычитал. Но у всех счета стремительно стали падать просто и в несколько раз упали. Поэтому даже визуализация, вот то, что вы сегодня видели на аналитической платформе, даже если это просто видно и это прозрачно и понятно, сразу начинает падать расходы. Поэтому мне кажется, вот как минимум визуализация, да, как максимум может быть геймификация с какими-то призами. Это тоже может быть по-разному. Но бывает же loyalty card внутри компании. Ну, сейчас вот нам предоставляли технологии, которые позволяют отследить реальный сейвинг. Да? То есть каждый тревелер может сравнить, сколько он мог истратить, сколько на самом деле он истратил. Почему не ввести, как в любом магазине или где-то еще, если ты истратил меньше, чем должен был истратить, тебе на каком-то определенном счету сконсолидируются какие-то средства. Неважно, что они будут наличными. Может быть, это будет 25 тысяч баллов, и ты получаешь бесплатный субботу-воскресенье от компании где-то, который проще провести по бухгалтерии уже. Тема есть. Я еще соглашусь с Андреем, что прелесть платформы Alloverse как раз заключается в визуализации костов, и сам факт визуализации итогового коста командировки дает тебе возможность, ну, каким-то когнитивным процессом запуститься в твоей голове, да, и на выходе у тебя такой комбинация между peer pressure и собственным менеджментом включается. Так что тема крутая, и главное, она стоит, как говорил Патрик, zero. Да, так, zero. Вот. Очень хорошая тема, да. Показывает нам, что надо уже закругляться. Я поэтому последний прям маленький блок. Мы сейчас поговорили про оптимизацию на клиентской стороне. Не могу не затронуть агентскую. Вот что меня удивило. Смотрите, у нас начало сегодня форума было, иностранные спикеры, и прям вот будущее, космос, да, какие-то технологии, там роботы, не знаю что. И потом выходят на сцену российские эксперты. И какое слово мы слышим? Бэк-офис, коллеги, вдумайтесь, 2017 год, travel into the future. Тренды индустрии бизнес-тревел в России сегодня. Бэк-офис прозвучал практически во всех презентациях, да, как один из путей оптимизации бюджета там на агентской стороне. Что это, коллеги? То есть у нас все как бы реалити-чек. Все настолько плохо, почему мы здесь, почему мы в бухгалтерии, когда весь мир уже в будущем? Ну, потому что есть... Ну, на самом деле у каждой бухгалтерии клиента, в частности, своя история, что им нужно. И когда у нас курьер вынужден ехать на такси, потому что он везет 5 или 6 коробок со счетами клиенту по требованию бухгалтерии клиента, то вы понимаете, что говорить о оптимизации бэк-офиса достаточно сложно. Андрей, может быть, они и говорят вот такие счастливые презентации, моушены и тому подобное. Может быть, по одной причине у них просто бухгалтерии нет. Ну, на самом деле мы сравнивали. В компании нашего размера в TMC в Англии будет работать 2-3 бухгалтера, у нас будет работать 20-30 бухгалтеров. Да, и это, к сожалению, правда жизни. Ну, последний еще вопрос задам тоже на агентскую сторону. То есть тут прозвучало про диверсификацию бизнесов. Было слово там субагентский бизнес, кто-то из него выходит, кто-то наоборот в него входит. Но мне кажется, основной тренд — это все же уход TMC в IT-составляющую. Вот вы говорили на Актефоруме, да, что у вас сейчас есть IT-подразделение, в Аэроклубе оно есть огромное. У меня вопрос, можно ли служить двум богам, я бы назвала это так. Если вы все же сервисная компания, нет ли риска, что вы вот уходите сейчас в технологии, и что-то в этой сервисной составляющей потеряется? Нужна ли такая диверсификация рынку? Вы знаете, это в какой-то момент, как раз когда я общался с IT-компанией, когда у нас было примерно 2 или 3 или 4 или 5 айтишников, мы говорили про аутсорс или про то, что делать самим. Он мне сказал, человек, который IT-бизнес начал с нуля, у которого сейчас, может быть, уже там под 100 человек работает, очень, я считаю, профессиональная компания, он сказал, что пока у вас меньше 30 разработчиков, ну вообще аналитиков-разработчиков, вы не сможете выстроить бизнес-процессы так же профессионально, как IT-компания. Если вы переходите этот рубеж, то вы становитесь IT-компанией, в том числе, если вы этим правильно управляете. И на самом деле тренд, почему вот и мы, Аэроклуб, выделили IT-бизнес, что это совсем другой бизнес, это не бизнес TMC. И по сути он как бы родился внутри TMC, но он
опять-таки, он живет по другим правилам, там другая мотивация у людей, там другой способ поиска людей, то есть это совсем другой, совершенно другие бизнес-процессы, они по-другому строятся. То есть это разные Рисков бизнесы. для клиентов нет, что вы потеряете эту сервисную составляющую, углубившись в технологии? Я думаю, нет, потому что некоторым клиентам как раз нужна технология. И, собственно, мы сейчас начинаем понимать вот то, о чем говорили, что, конечно, не все клиенты, но далеко не все хотят привязываться к TMC через их платформу в том числе. И некоторые хотят отдельно платформу, отдельно сервис. То есть white label такие инструменты вы делаете? Андрей, а нет ли риска о том, что зачем нужно каждому агентству иметь собственное подразделение IT, а не использовать уже какие-то наработки или какое-то партнерство с компаниями, которые именно на этом есть ли на российском рынке такие компании? Да, на российском рынке, к сожалению, То есть таких... это вынужденные? Да, я думаю, что вынужденные, я более того уверен, что это временное. Как только на российский рынок придут, адаптируются Конкур, КДС и кто там третий, я все время забываю, их 3, да, то они со своими там 500 миллионов, 1 миллиард, в общем, ни одно российское Колесо TMC истории не сможет. остановить, скажем Конечно, так. да. Другое дело, что они могут входить, там, покупая кого-то из российских IT, какую-то из российских компаний, интегрируясь с ней, но в любом случае, я думаю, что сюда придут глобальные игроки, мы видим это в отелях, во всех брендах, во всех отраслях, во всех брендах. Тем более, что IT — это очень дорогое удовольствие. Но просто сейчас, наверное, выбора нет, эта гонка вооружений идет потому, что без нее сложно выигрывать тендеры. И ждать, когда придет глобальный игрок через год, через 2, через 3, просто нет времени сейчас. Коллеги, я предлагаю сейчас поблагодарить наших экспертов, во-первых, да,